Всем привет, шалом. Это канал Культурный Код, и сегодня я расскажу вам, как найти самое дешевое жилье в Израиле, если вы новый репатриант или просто хотите снять тут квартиру надолго, ненадолго. Это все делается всегда через сайт Yad Shtaim, yad2.co.il. Этот сайт есть только на иврите, тут нет русской версии, но вы можете его перевести просто правой кнопкой в браузере Translate to English. То есть Google Translate очень хорошо переводит этот сайт. Соответственно, если мы ищем жилье, сверху есть меню. Real Estate – это жилье. И Apartment for Rent. Если смотреть на иврите, то это будет Дирот Лехасхара. То есть Дирот – это квартиры, Лехасхара – в аренду. Нажимаем на эту кнопочку. И вот мы видим уже список квартир. Желтые объявления – это объявления рекламные, за них заплатили. Белые объявления – это объявления, в общем, нормальные. Вот желтые лучше вообще никогда не смотреть. Итак, нам нужно как найти квартиру. Можно, конечно, просто по всему Израилю искать, но по дефолту как бы все выбрано. Лучше выбрать какой-то конкретный город. Для этого вам нужно на иврите этот город тут написать. То есть, как это делать? То есть, я напишу, например, слово Хайфа. Просто я знаю, как оно пишется. Да? Вот я написал, что я хочу найти в Хайфе жилье. И вот вы выбираете Ир Хайфа. Давайте на английском переведу, чтобы было все понятно. Я просто учу иврит, поэтому немножко могу уже что-то делать. То есть если вы даже переводите этот сайт на английский язык, все равно вам нужно в поиске ввести слово на иврите, название города. Где эти названия городов брать на иврите? Очень просто. Зайдите в Википедию. В Википедии выберите имя, которое, какой-то город, который вы хотите найти. Например, Акка. Вот мы выбрали Акка. Или даже лучше давайте Хайфу, это будет интереснее. Вот, Хайфа. Вот видите, тут отсюда скопировать название города нельзя, потому что тут огласовки. Если вы попробуете вставить на этот сайт слово с огласовками, он часто не понимает с огласовками. Поэтому что делаем? Мы переходим в Википедии на страницу на иврите. Вот она называется, иврит. Перешли на иврит и вот тут сверху уже копируем. Да? Вот, Хайфа. Я, кстати, не совсем правильно написал. Надо не через хей, а через head. Вот, Хайфа. Теперь, после того, как мы, видите, все переведено на английский язык, переводчиком автоматически. Теперь мы выбираем City Хайфа. Нажали. Теперь мы можем выбрать тип помещения, которое мы хотим снимать. Тут в плане апартаментов много всяких вариантов. Но можно поставить, апартаменты. Дальше можно выбрать сколько комнат, но это не обязательно. И нужно выбрать цену. Сразу рекомендую выбирать цену. Потому что если мы сейчас, допустим, в Хайфе нажимаем поиск, search, если мы увидим, что он нам в Хайфе предлагает, он нам предложит, во-первых, по дефолту, по умолчанию все не отсортировано. То есть тут все вперемешку. Поэтому мы, естественно, как нормальные, адекватные люди, сортируем не по дате, а по цене. Price from cheap to expensive. Выбираем. Вот, теперь он сортировал все по цене. Сверху, вы видите, почему-то попадаются. Это реклама. То есть рекламные объявления старайтесь вообще не смотреть, чаще всего они невыгодны. Вот. А остальное, видите, no price specific, то есть не стоит цена. Поэтому мы хотим избежать, чтобы нам не показывали вот этого бесконечное не стоит цена. Поэтому вводим цену от. То есть, допустим, мы будем искать жилье от 1500 шекелей до 2000. Мы хотим, чтобы дешевое жилье найти в Хайфе. Вот, от 1500 до 2000 шекелей. И нажимаем кнопку Search. Теперь он нам сразу же покажет именно то, что мы ищем. Видите, он сразу показывает вам ровно адекватное жилье. Потому что если вы будете искать, допустим, от 500 шекелей, то там будет попадаться всякая чушь. Например, это будет посуточная стоимость 500 шекелей в день и так далее. То есть выбирайте минимальный порог, всегда ставьте не больше 1500. Но в каких-то отдаленных городах Израиля можно и за 1200 найти. На севере где-то вот такие деревеньки. За 1200 можно найти даже. Но в основном от минимум 1500 дешевле не бывает, в принципе. Вот. И теперь мы можем смотреть, что тут есть в Хайфе. Вот оно все отсортировано у нас по цене.
Допустим, вот мы видим какой-то вот вариант. Нажимаем на него. Сразу же видно, что мы видим тут. Во-первых, цена, метраж 30 метров, этаж 4 и комната 1. И адрес указан. Вы можете в любую секунду переключиться обратно на иврит, если вам так удобнее. Вот, ну, можно и на английском. Он отлично переводит этот сайт. Нажимаем на это объявление, и вот он сразу тоже опять все переводит нам на английский язык. То есть пишет, что, мол, обновленные мебелированные апартаменты с видом на горы, рядом с автобусной остановкой, рядом с магазинами и спортзалом, двойная кровать, кондиционер, новый гардероб, место для обуви, на потолке вентилятор и холодильник. Можно въехать в сентябре. Тут указана дата въезда, entry date. Написано, сколько нужно за Арнону платить. В данном случае не написано, сколько за Арнону. Скорее всего, так как это просто, наверное, комната в деленке в какой-нибудь, поэтому вот она 1500, и это, скорее всего, все входит в эту оплату. Ну, кроме, наверное, какого-нибудь электричества. Часто в деленках бывают отдельные электросчетчики. Вот. Насколько вы должны будете платить. То есть он хочет, чтобы вы сразу заплатили за 12 месяцев. Нет, вот написано то, что стоит, собственно, Арнона 100 тысяч за 100 шекелей за 2 месяца. Вот, написано как бы то, что вот стены побелены и все так. Так вот, можно взять, зайти посмотреть фотографии. Мы видим кухня, санузел, спальни. Вот такая приятная, в принципе, студия. И, кстати, я забыл сказать, что вы, в принципе-то, это я вот английским пользуюсь, вы можете все переводить на русский. То есть вот у Google Translate вы можете выбрать тут любой язык. И на русский он будет тоже хорошо переводить. Просто я привык на английском. И, соответственно, вы можете, даже не регистрируясь, посмотреть номер телефона, вот нажать эту кнопочку, я просто не хочу светить номер телефона человека. Вот, нажать кнопочку, посмотреть номер телефона, написать в WhatsApp и вот договориться. Я расскажу попозже, как это делать. Вот, давайте еще что-нибудь найдем. Теперь я покажу вам новый способ поиска. То есть вот мы искали с вами просто через вот строку поиска, отсортировали, и тут много-много всяких вариантов. Кстати, еще один лайфхак хитрый. Вот можно нажать Open in New Tab, вот таким образом. И тогда интерфейс, он становится более удобным. То есть вот тут можно сразу же выбрать, распечатать, скопировать ссылку, в WhatsApp позвонить. То есть вот в новом окне удобнее открывать. Вот, но я в основном, как я ищу квартиры? Я ищу их через карту. И вам рекомендую. Вот смотрите, справа, точнее слева есть у нас такое маленькое окошечко. Открыть на карте город. Нажимаем. Теперь вы можете серфить по карте вот таким способом, да, вот на полный экран сделать. Давайте я сделаю на полный экран. F11 на полный экран сделать. И нажимаем плюсик, да, на карте, чтобы по ней можно было елозить. И вот мы видим, вот у нас вся наша замечательная Хайфа. Да, вот это вот особенно хороший прибрежный район, например, вот можно взять, посмотреть, что это тут вот за жилье тут сдают. При этом наши фильтры, видите, которые мы поставили от 1500 до 2000, они работают. Вот выбираем, например, за 2000 жилье. Нажимаем посмотреть. И видим, что это вот тоже, как бы видно, важный момент это понять, это агентство сдает или нет. Вот тут мы видим, что это сдает Рози. Скорее всего, это просто обычный человек Рози. Да? Потому что когда сдают агентство, они совершенно по-другому выглядят. Вот, допустим, другого открою. Тоже нормальный. Что-нибудь найдем такое. Какое-нибудь агентство сейчас вам покажу, просто чтобы вы понимали, как это выглядит. Вот где-нибудь в центре наверняка тут что-то есть такое. Вот тут есть кнопочка полезная «Убрать границы», тогда вы можете просто серфить по всей карте без районов. Потому что я нажал, у меня тут районы показываются. Вот где-нибудь тут мы сейчас найдем. Это тоже обычный человек. Ну, в общем, когда вы находите именно человека, у которого автор объявления, он написан будет как... Обычно просто они подороже, конечно. То есть, если через агентство, они берут дороже, больше денег. Обычно, давайте вот я найду вам за 3000.
от 2,5 до 3. Ну вот. То есть просто нужно подороже посмотреть. Естественно, агентства они берут больше. Вот это агентство. То есть видите, написано Tel Aviv Properties. И ну, видно, что это агентство. То есть этому человеку вы, когда будете снимать, заплатите лишний за месяц. Вам нужно будет комиссию как бы за месяц заплатить, что очень неприятно. Поэтому я рекомендую людям, которые как бы хотят сэкономить, не пользоваться услугами риэлторов, хотя иногда у них действительно хорошие варианты. То есть если вы тем более обеспеченный человек и для вас там лишние там, 2-3 тысячи шекелей это не деньги, то вы можете как бы пользоваться услугами риэлтора. Зато как бы там тоже есть свои плюсы. Итак, но в основном большинство людей сдают без риэлторов, и вот этот сайт, он, собственно, за это заточен на это. Соответственно, вот мы смотрим какое-нибудь жилье. Часто люди выкладывают, кстати, видео, можно посмотреть прямо тут. Очень удобно смотреть, знаете как? Если я вам покажу. Вот, давайте на примере этого объявления. То есть вот тоже нам описание, сколько тут метров, что сколько стоит. Что тут есть? Вот, например, решетки на окна есть. И вот если вы нажмете на фотографию, вам это все показывают вот в таком большом виде. Часто тут можно посмотреть видео. Люди часто видео выкладывают. Теперь лайфхак. Хитрый лайфхак есть такой. Давайте, например, ну что мы с Хайфы. Давайте другой город какой-нибудь. Покажу вам, например, Акко. Даже не Акко это тоже довольно-таки, в общем, ну, рядом слишком с Хайфой, скучно. Давайте посмотрим Тверью. Я не знаю, как Тверия пишется на иврите. Поэтому еще раз показываю, как искать что-то. Тверия. В Википедии. Как правильно написать город? Тверия. Вот это вот не нужно копировать, оно плохо скопируется. Переходим на страницу на иврите города Тверия в Википедии. И вот копируем вот это правильное написание слова Тверия без огласовок. А теперь вставляем его. Ищем город Тиберия, он называется. И нажимаем кнопку Search. Вот. Видите, я это все делаю с картой. Вы можете без карты это делать по списку. То есть всегда можно перейти в категорию список. Return to List View. Вот эта кнопочка. И посмотрим, что у нас есть в Твери. Ну вот у нас тоже сортируем по цене. От самого дешевого к дорогому. Вот оно прогружается. В Твери даже дешевле. Можно встретить зачастую что-то. И даже довольно-таки, смотрите, какой метраж большой. То есть вот за 1600 70-метровая трехкомнатная квартира в Твери. Пожалуйста. Вот. Смысл в чем? Что я хочу показать? Вот смотрите, нажимаем на фотографию. Теперь вы можете. Вы вот посмотрели, что это за дом. Что это за квартира. Теперь вы можете посмотреть, как там снаружи. Тут есть офигенная кнопочка сверху Street View. Нажимаем ее. И он вас просто по карте переносит на это место в Google картах. Ну, в Google картах есть вот такой Street View. Это ездят машинки и фотографируют Израиль. Соответственно, вы можете найти вот это место, вот где сдают это жилье. Вот это сдают, например, жилье вот в этом довольно-таки таком стареньком доме. Но зато за 1600 огромный метраж. Да, трехкомнатная квартира в Твери. Пожалуйста. Вот можно тут походить по этой карте. Да. Можно посмотреть, что у вас за соседи, где у вас магазин. Тут, например, вид, кстати, офигенный на озеро, походу. Да. То есть, пожалуйста, еще один вариант, это вот нажать From Here. И тут он вам показывает это на карте. Это место. То есть очень удобный сайт, удобнее любых аналогов, которые я просто как бы видел где-либо. Вот. Теперь, что еще важно? Каким образом снимать жилье? Как списываться с людьми? Смотрите, ну вот, допустим, вы нашли какой-то вариант, который вам нравится. Кстати, учтите, что если вы смотрите очень дешевые варианты, ну типа даже за 1700, давайте я сейчас найду вам какой-нибудь забавный вариантик. Вот. 140 метров квартира за 1800. Порой, возможно, это указана цена за день. То есть, если вы видите какие-то замки, учтите, что бывает, что тут указывают цены за день. Понятно, что когда это маленькая какая-нибудь квартирка, вот 40 метров, да даже вот 60, все деленки, это именно как бы за месяц. Да, ну просто это очень дешевое место для жизни. Ну, допустим, в общем, да, вот, вы хотите снять эту квартиру какую-нибудь. Что делать? Нажимаем, чтобы посмотреть номер человека. Пишем этому человеку в WhatsApp.
Вы можете, конечно, если вы владеете ивритом, то просто звоните. Но большинство людей, которые, наверное, смотрят это видео, ивритом вряд ли владеют хорошо. Поэтому пишите в WhatsApp. Через Google переводчик пишите, потому что большинство людей все-таки они на английском или на русском не понимают ни черта. Поэтому нужно брать Google, пишите какой-то текст. В этом тексте пишите «Шалом», «Здравствуйте», пишите «Я новый репатриант». Если вы новый репатриант, пишите так, потому что к вам сразу лучше гораздо будут относиться. Пишите что-то о себе, то есть то, что вы не какой-то no-name, то, что вы реально нормальный человек. Напишите, ну, что вы делаете, работаете, про свою семью, там, я не знаю. Ну, то есть не слишком тоже, не нужно людей пугать, как бы, информацией о том, какого-то любимого цвета у вас носки. Нет, ну просто о себе что-то написать, мол, такое-то вот у меня образование, я такой-то, такой-то, вот приехал в Израиль, ищу себе вот место для жизни. Хотел бы прийти посмотреть на вашу квартиру. То есть вы так пишете такое письмо с каким-то о себе небольшой информацией и предлагаете, просите человека, когда можно прийти посмотреть эту квартиру. Вот, с какого числа, допустим, что входит в эту стоимость. Да, потому что иногда, допустим, вы можете снимать жилье, где все входит в стоимость аренды. То есть это 1700, включая все. Иногда это без, допустим, арноны. Иногда это без электричества, или без воды, или без газа. По-разному бывает. Но чаще всего, если вы снимаете именно маленькое вот такое дешевое жилье, там, если это деленка какая-нибудь, то там, скорее всего, все включено. Ну, кроме электричества, да. А обычно в деленках тоже отдельные электросчетчики. Ну, в общем, после того, как вы это все пишете, ждете. Подождите день. Если в течение суток человек вам ничего не ответил, тогда ему можно позвонить уже. Или написать еще раз. Это нормально. То есть за спрос деньги не берут. У меня тут, кстати, Юля сдает квартиру. Привет, Юля! Как дела? Если смотришь это видео. Соответственно, у меня бывало то, что я пишу человеку сообщение, он не отвечает. Потом я подожду 1, 2, 3 дня. И если мне эта квартира реально нравится, я пишу ему еще одну. Я могу ему позвонить. Часто люди просто... можно написать им на английском, а можно написать на английском и на иврите, например. То есть не бойтесь, там не нужно тоже быть слишком навязчивым, но там пару-тройку раз можно написать человеку, если он сразу не ответил. Может быть, он тоже как бы побаивается, например. Вот то, что вы там приехали откуда-нибудь из СНГ, мало ли. Часто люди, кстати, сдают квартиры именно с точки зрения кошерности. То есть, когда вы смотрите квартиру, ну давайте, кстати, в Твери это вообще актуально. В Твери часто, это вообще такой город во многом религиозный, конечно, не совсем, там есть разные районы. Давайте я вам открою какую-нибудь квартирку, может даже по району, я же в Твери жил, я ее неплохо знаю, но в общем часто указано, вот, кошер kitchen, вот мы прям с вами нажали куда надо. Кошер kitchen, то есть как бы человек часто религиозные люди часто сдают религиозным людям. Нерелигиозные люди могут сдавать только нерелигиозным людям. По-разному бывает. Поэтому в этом плане, когда вы пишете свое сообщение в WhatsApp, тоже укажите, так сказать, можете написать, что вот, например, я не религиозный человек, но с уважением отношусь к традициям. Ну, туда-сюда. То есть то, что вы там готовы там, соблюдать кашрут, то, что вы там не едите свинину, что-нибудь такое. Потому что многим людям это важно в Израиле. Поэтому как бы вот под каждое объявление, ну у вас же желание, так сказать, найти квартиру, вы можете тоже это объявление составить таким образом, чтобы предстать в лучшем свете. Ну не нужно никого тоже обманывать, как бы, но вот вы можете тоже обратить на это внимание, просто зачастую вам просто не будут люди даже отвечать, если они там пишут про кошерную кухню, а вы им пишете и ничего про это не пишете. Кто вы, что вы, религиозный человек, не религиозный, готовы ли вы эту кошерную кухню, так сказать, соблюдать там отдельно, зачастую там могут быть две мойки. Одна мойка для одной посуды, там красной, другая для синей посуды. Ну, там разделяется молочное, мясное. Вот, то есть эти моменты нужно учитывать. Это сильно очень облегчит вам, так сказать, поиск жилья. Вот. Так что ищите. В Израиле реально снять жилье за 1,5 вполне. В небольших городах, где-нибудь вдали, на периферии. В центре, конечно, будет дороже. Но даже в центре можно найти годные варианты и за 2000. Какую-нибудь комнатку, студию, где все есть. Вот. Так что ищите. На Яд-2 все есть. Кстати, тут помимо недвиги, тут вообще много чего есть. Да? Тут есть еще
И автомобили, и секонд-хенд, всякие мебель, все что угодно есть, животные даже. Вот смотрите, сколько отдельно рыбки продаются. Это сайт из рук в ноги, из ног в ухо. Тут все есть, это лучший сайт. Поэтому пользуйтесь им, и вы будете в курсе реальных цен. Им пользуются местные, тут можно потихонечку и иврит тоже выучить. Да, то есть тоже пытайтесь на иврите болтать и изучать его. До новых встреч, буду ждать ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Я еще обязательно сниму несколько видео, расскажу и про всякие хитрости и секреты, связанные с этим сайтом. Ну, просто еще так уже длинное видео, все не поместилось. Так что подписывайтесь на канал, пишите комменты, задавайте вопросы, будут еще видосы. С вами был Игроглаз на канале Культурный Код. До новых встреч.